Бывают моменты, когда время словно замирает, оставляя после себя лишь оглушительную тишину. 11 февраля 2026 года стало именно таким днем. Мир азиатского кино вздрогнул от известия, которое никто не хотел принимать. Ему было всего 40 лет. Возраст, когда актер только начинает по-настоящему чувствовать глубину жизни. Но для Чон Ыну этот путь оборвался внезапно, на глазах у миллионов преданных сердец. Пресса Южной Кореи подтвердила, его больше нет. Но что скрывалось за этой трагедией? Почему человек, чья харизма покоряла континенты, ушел именно сейчас? Говорят, что перед концом наступает так называемый золотой час, время, когда еще можно все исправить. Но кажется, для Ыну этот час был безвозвратно упущен. В этой истории слишком много недосказанности. Загадочные послания, странные фотографии кумиров прошлого и тени предательства, которые преследовали его в последние дни. Досмотрите это видео до конца. Сегодня мы вместе попробуем собрать воедино осколки его последних часов и понять, о чем на самом деле кричала душа великого актера в его финальном сообщении миру. Чон Ыну. Это имя когда-то звучало как обещание. Обещание таланта, харизмы и безграничных возможностей. Он был не просто актером, он был символом целого поколения, лицом корейской волны, захлестнувшей мир. Его путь начался в 2006 году, когда молодой выпускник знаменитого университета Дангук, одного из самых престижных храмов искусств в Южной Корее, впервые вышел на экраны. Уже тогда было ясно, в его глазах скрывалась та самая глубина, что отличает истинных мастеров. Он легко переключался между жанрами, будь то драма, комедия или напряженный триллер. Каждый раз, выходя на сцену или появляясь в кадре, Ыну очаровывал публику, демонстрируя ту самую универсальность, которая сделала его одним из самых многообещающих талантов своего времени. Но подлинный прорыв случился в 2011 году, когда на экраны вышла дорама «Невеста Солнца». Это был не просто сериал, это был феномен. Он не только покорил сердце миллионов в Корее, но и разнесся эхом по всему миру, став частью той самой культурной экспансии, что сегодня зовется Халлю. Роль в этом проекте раскрыла его с новой стороны. Ыну продемонстрировал невероятную эмоциональную глубину, укрепив свой статус мощного драматического актера. Его популярность росла как снежный ком, и очень скоро имя Чон Ыну стало синонимом качества и таланта. Он участвовал в таких значимых проектах, как «Плохие парни» и «Мисс Перемены», каждый раз доказывая свою способность преображаться, открывать новые грани своего творчества. Он был неформальным послом южнокорейской культуры, человеком, который стер границы между странами своим искусством. Но в то же время, как это часто бывает, за ярким светом софитов скрывалась тень. Тень, которая с годами становилась все длиннее и темнее. Но у каждого взлета есть своя цена. После выхода художественного фильма «Мемуары убийцы», другая история в 2021 году, который в очередной раз подтвердил его статус большого артиста, Чон Ыну внезапно выбрал тишину. Актер, чьего возвращения с нетерпением ждали коллеги и миллионы фанатов, стал реже появляться на публике, словно пытаясь скрыться от мира, который еще вчера боготворил его. Что это было? Желание обрести свободу от бесконечного давления индустрии или предчувствий чего-то неизбежного. За этой завесой тайны скрывалась личная драма, о которой в прессе говорили лишь шепотом. По некоторым данным, Ыну боролся с тяжелым недугом, хроническим заболеванием, которое для человека его профессии звучит как приговор. Ранее в средствах массовой информации упоминалось, что актер страдал от паралича лицевого нерва. Для того, кто привык выражать тончайшие эмоции каждым движением мускула, эта болезнь могла стать не просто физической болью, а глубокой психологической травмой. Он остался в памяти многих как человек, взявший паузу. Но пока фанаты преданно ждали его громкого возвращения в новых проектах, сам Ыну, кажется, все глубже погружался в мир собственных переживаний. Его уход в тень не был отдыхом, это была борьба в одиночестве, о деталях которой мы узнаем лишь сейчас, когда стало слишком поздно. Новость об уходе Чон Ыну мгновенно облетела планету, оставив за собой лишь оглушительную тишину. Коллеги, режиссеры и те,
кто делил с ним съемочную площадку, не могли поверить, 40-летний актер, полный сил и таланта, исчез навсегда. Социальные сети превратились в бесконечную стену памяти. Хэштеги с его именем за считанные минуты возглавили мировые тренды. Это была не просто статистика, а миллионы слез тех, кто считал его близким человеком, хотя видел лишь на экране. Но за этой волной любви все громче звучал вопрос: какую цену на самом деле платят звезды за свое сияние? Но что же на самом деле произошло в те последние часы? Ответы кроются в тенях, которые Чон Ыну оставил в сети за день до трагедии. 10 февраля, когда мир еще не подозревал о беде, в его профиле появились странные, пророческие кадры. Он опубликовал фотографии легендарного гонконгского актера Лесли Чуна и британской иконы Эми Уайнхаус. Два великих таланта, чьи жизни оборвались трагически и слишком рано. Лесли ушел в возрасте 46 лет, не выдержав тяжести депрессии. Эми замолчала навсегда в свои 27. Под этими снимками Ыну оставил всего 3 слова, которые теперь звучат как эпитафия: «Скучаю, завидую, сожалею». Чему он завидовал? Их смелости уйти? Или их покою, который они обрели в вечности? Это был тот самый золотой час, крик о помощи, который мир услышал слишком поздно. Но была и другая сторона. Позже в сеть попали скриншоты его личной переписки в мессенджеры Kakao. Эти строки пропитаны горечью и ядом предательства. Из них становится ясно: в последние дни своей жизни великий актер чувствовал себя полностью опустошенным. Он писал о том, что был обманут. Обманут индустрией, которой отдал лучшие годы, и, что самое страшное, людьми, которых он искренне считал близкими. Он стоял на вершине мира, окруженный миллионами фанатов, но в своей душе он был заперт в комнате без окон, где предательство и одиночество стали его единственными спутниками. Эта тихая исповедь в мессенджеры открывает нам правду: за блеском корейской волны часто скрываются разбитые судьбы тех, кто эту волну создавал. Чон Ыну ушел на пике, оставив после себя не только великие роли, но и горький урок. Его вклад в корейскую волну и мировое искусство неоспорим. Он был тем, кто открыл двери для новых талантов, но сам, кажется, так и не смог найти дверь к собственному спасению. Его путь оборвался в 40 лет. Но за этой цифрой целая эпоха, миллионы разбитых сердец и вечное наследие в каждом кадре дорамы «Невеста солнца». Мы будем помнить его не по заголовкам о трагедии, а по той искренности, которую он дарил нам с экранов. Спи спокойно. Твоя роль была короткой, но она стала бессмертной.